Здравствуйте, мои дорогие! Во-первых, всех хочу поблагодарить за то, что вы мне пожелали скорейшего выздоровления, и вы со мной поделились своими рецептами домашними. И для горла, и для голоса. Все я пробую, и мне намного-намного легче становится. Ну что, мои дорогие, сегодня я вам покажу рецепт пирожков. Эти пирожки проходят у меня в тетрадке, этот рецепт, вернее, у меня в тетрадке проходит как пирожки минутка. И именно под этим названием я вам сегодня их и покажу. Эти пирожки можно выпекать в духовке, можно и жарить на сковороде. Все я подробно расскажу и покажу. Рецепт очень легкий и быстрый. Попробуйте его сделать. Он именно летний, мои дорогие. Быстренько-быстренько замешивается тесто. Главное сделать заранее начинку. И все. Попробуйте испечь и напишите мне, понравился вам рецепт или нет. Ну что, начнем готовить, мои дорогие. Так как тесто сегодня у нас готовится очень быстро, мы начнем приготовление с начинки. Для начинки нам нужно будет взять 800 грамм картофеля и отварить. Как только картошка будет готова, перекладываю ее в чистую посуду, в другую, добавляю 1 чайную ложечку соли, черный перец по вкусу и 50 грамм сливочного масла. Обязательно начинку потом попробуйте, может кому-то покажется мало соли, можете добавить. Нужно будет сделать пюре. Можно это сделать толкушкой, а можно просто-напросто взбить все миксером. Кому как нравится. Все перемешиваю хорошенько и добавляю 250 грамм творога. Здесь у меня творог уже подсоленный. Обязательно нужно будет его чуть-чуть подсолить заранее. Можете, если у вас нет творога, добавьте 250 грамм сыр фета, сыр брынза. Или вообще ничего не добавляйте, просто-напросто обжарьте лучок тогда. Но именно с творогом получается замечательно. Начинка готова. Для теста нам нужно будет взять 550 грамм муки. Мука у меня уже просеянная. Добавляю 1 полную столовую ложку с горкой разрыхлителя. 1 чайную ложечку соли. 1 чайную ложечку сахара. И хорошенько перемешиваю. Сейчас нужно будет добавить пол-литра кефира. Кефир у меня 1,5% жирности. Можете брать любой кефир, какой у вас есть. Если нет кефира, а есть у вас йогурт, то добавляйте йогурт. Просто если вы положите йогурт, то нужно будет уменьшить количество муки. Совсем чуть-чуть. 3 столовые ложки оливкового масла. Можете положить прекрасно растопленное сливочное масло. И перемешиваем. Все, мои дорогие, вот это все продукты, которые идут у нас сегодня в тесто. Как я вам сказала, тесто очень легкое и очень быстро замешивается. Вначале лопаткой, а потом уже руками. Нам все нужно просто-напросто соединить. Тесто будет чуть-чуть прилипать к рукам. Но после того, как мы ему дадим отдохнуть, буквально 5-10 минут, достаточно, тесто становится замечательно и очень легко с ним работать. Закрываю крышечкой или полотенцем и оставляю буквально на 10 минут. Через 10 минут начинаем разделывать тесто. Рабочую поверхность подсыпаю мукой. Переношу все тесто сюда, на поверхность рабочую. Делаем вот такую колбаску. И делим все тесто на 4 части. Каждый кусочек подкатываем в шарик и оставляем в стороне. Теперь нам нужно будет каждый кусочек раскатать вот в такую длинненькую лепешку, приблизительно 40 сантиметров в длину и где-то 10 сантиметров в ширину. Укладываем начинку в середину. Как я вам уже сказала, эти пирожки можно делать с любой начинкой. И со сладкой, и с несладкой. И
нужно будет вот таким образом закрыть краюшки. Соединяем и придавливаем. Переворачиваем и чуть-чуть растягиваем руками. Теперь здесь у меня мука. И нужно будет кисть руки вот таким образом опустить в муку. Так нам будет намного легче резать. Видите? Они у нас заклеились. С мукой делать это намного легче. Из каждой колбаски должно получиться приблизительно 8 пирожков. Вот такие подушечки у нас получаются. Мы их просто соединяем краюшки. Вот таким образом. Снова окунаю руку в муку и нарезаю. Если хотите, можете оставить пирожки вот такими подушечками. Тоже выпекаются замечательно и получаются такие же вкусненькие. Но я сегодня решила сделать все их кругленькими. У нас получается 25 пирожков. Они помещаются у меня на один противень. И еще остается 7 пирожочков. Одно яйцо и чуть-чуть молока взбиваю. И смазываю пирожки. Духовка должна быть уже у нас хорошо разогретой на 200 градусов. И пирожки выпекаются буквально 20-25 минут до того, как они станут розовенькие, такие румяненькие. Как только они подрумянятся, они уже готовы. Оставшиеся 7 пирожков я вам покажу, как можно просто-напросто обжарить на сковороде. Наливаю растительное масло. Из этой порции получается 32 пирожка. 25 мы запекаем в духовке, а 7 мы будем жарить на сковороде. Это я показываю всем тем, кто меня спрашивает, получаются ли эти пирожки на сковороде или нет. Прекрасно получаются они и на сковороде, и жарятся очень-очень быстро. Переворачиваю. По 2 минуты, 2-2,5 минутки с каждой стороны. И переношу на кухонное полотенце, на бумажное кухонное полотенце, чтобы стек весь жир. Все масло. Тем временем пирожки у нас уже испеклись. Чуть-чуть остыли. Посмотрите, какая красота. Очень мягкие, ароматные, вкусные. Тесто долго не черствеет. Можете, конечно, их положить в морозилку, но мне кажется, это даже не нужно. И вот такие же у нас получились и жареные. Кому какие нравятся. Попробуйте, мои дорогие, и напишите, пробовали вы когда-нибудь эти пирожки или нет. И вообще, откуда вы меня смотрите. Пишите. Очень интересно, с каких краев меня смотрят. Кто готовит мои рецепты. Напишите, кому понравились пирожки, кто их приготовил и кто вообще их когда-то готовил. Тесто на кефире, мне кажется, это универсальное тесто. Оно понравится всем. Вот такая красота у нас сегодня получилась. Быстрый, легкий, летний рецепт. Ну что, будем прощаться, мои дорогие. Всем приятного аппетита. До новых встреч на моей кухне. Всех люблю. Пока-пока. До новых встреч.